Только так сложно долго стоять. Как так люди стреляют вообще из лука? Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Продолжаем нашу серию видео про ошибки начинающих. В прошлом видео мы разобрали простойку. В этом идем дальше. Лучная рука. Та, в которой мы держим лук. У кого-то это левая, у кого-то это правая. Не суть. Ошибки люди делают идентичные. Основными ошибками здесь являются высоко задранное плечо, неправильно выставленный упор, неправильный хват, напряжение в локте. И об этом сегодня подробно. Начнем по порядку. Начнем с плеча. Это наиболее часто, и здесь рассмотрим причины, которые это вызывают. Первое, мы уже говорили, неправильное положение корпуса. Отклоняется корпус, задирается плечо. Это происходит автоматически. Одно тянет за собой другое. Вторая причина. Люди начинают поднимать и растягивать лук одновременно. Здесь плечо ничем не зафиксировано. Мы даем на него нагрузку, оно задирается. Опустить его потом в натянутом положении лука очень сложно. Приходится прикладывать колоссальное количество усилий, чтобы вытолкнуть его из этого положения, чтобы оно приняло правильное. Третий вариант. Люди стараются максимально приблизить руку, да, к луку, к плоскости выстрела. Они где-то об этом слышали, они где-то об этом читали, кто-то им об этом сказал, и они стараются это сделать так, как это понимают. Поэтому здесь плечо приближается к луку, таким образом опять выходит из своего нормального нейтрального положения, переходит вот в это. Как с этим бороться? Здесь, опять же, на помощь приходит зеркало, на помощь приходит видеосъемка, на помощь приходит квалифицированный тренер. Допустим, у вас есть зеркало. Точно так же мы сначала пробуем, как мы поднимали, да, руку, также следим. Для того, чтобы сформировать правильное ощущение на начальных этапах, то есть, смотрите, мы так не делаем, когда уже стреляем потом, да? Мы делаем так, когда учимся правильному положению плеча. Можно чуть-чуть напрягать у нас вот здесь вот мышцы. Ну, там их много, давайте просто вот здесь вот мышцы, да, в подмышечной впадине, чуть-чуть вот здесь вот внизу лопатки. Чуть-чуть притягивая лопатку, здесь прижимая ее к ребрам. В этом положении, да, когда плечо поворачивается, видно, лопатка прямо от спины отходит, начинает торчать в сторону. Да? Вот она у нас такая вся скрюченная, сутулая. Наша задача прижать ее обратно к ребрам, и плечо уйдет в свое естественное положение. Здесь опять же следим за положением корпуса, следим за то, чтобы плечо не поднималось, и если оно даже чуть поднимается, да, чуть-чуть вот здесь притягиваем его вниз. Не старайтесь его прям максимально сюда вниз затянуть. Здесь будет слишком оно продавлено. Здесь опять же уже пойдет у вас корпус. Будете здесь все напряжены, зажаты. Чуть-чуть потянуть вниз. Делая то же самое с луком. Мы сначала учимся, да, поднимать лук на уровень плеч или на уровень глаз, следя за тем, что плечо за луком у нас не поднимается. Если оно здесь поднялось, вот в этом положении, пока мы лук еще не растянули, пока у нас здесь еще напряжения нет, да, можно, как я уже говорил, чуть-чуть вниз плечо подтянуть. То есть выставить его здесь сразу в нейтральное, хорошее положение. Все, вот рука у вас висела, вот вы подняли. Вы посмотрели, как это выглядит в зеркале, вы взяли в руку лук, подняли, сделали то же самое. Если оно вдруг по какой-то причине начинает здесь поджиматься, да, расслабляем шею, расслабляем здесь мышцы и чуть-чуть подтягиваем сюда вниз. Вот. И только после этого мы начинаем растягивать лук и опять же следим, чтобы положение плеча не менялось. Здесь было нормальное, начали тянуть, корпус пошел, плечо пошло, все опять вернулось. Нет, все, подняли, растянули. Ни рука, ни плечо своего положения не меняют на начальном этапе. Если углубляться в технику, то там еще у нас появится и выставление плеч. Об этом потом отдельно. Сейчас идем по руке дальше. Переходим дальше. Запястье и кисть. Что неправильного здесь? Чаще всего, когда первый раз человеку в руки попадает что-то вертикальное, он просто это берет
и так, и держит. В этом положении абсолютно невозможно упереться в центр лука, потому что будет тетива препятствовать этому. Да? Или придется лук сбоку чуть-чуть держать. И именно так все и поступают. Из-за этого вот здесь вот наблюдается у нас, да, перекос в суставе. Приходится включать мышцы, приходится удерживать это положение силой, а лук все равно норовит выскользнуть. Правильным естественным положением кисти является, когда у нас не четко вперед направлено, а под углом примерно 45 градусов. У кого-то чуть больше, у кого-то меньше. То есть вот если мы руку просто вдоль тела повесим, а потом просто, ничего не меняя, ее поднимем, то мы как раз и увидим правильное ее естественное положение. Вот у нас разворот костяшек. Вот у нас положение локтя, но об этом мы сейчас чуть-чуть позже. В этом положении рукоятка лука полностью умещается у нас в основании большого пальца. Она не переходит у нас вот эту так называемую линию жизни. Она вся умещается вот здесь. У кого-то больше рука, у кого-то меньше. Поэтому рукоятка может быть там ближе к наружнему краю или может быть чуть глубже к ладони. Но всегда вот здесь. Если мы ставим ее на рукоятку, то мы видим, вот эта часть ладони рукоятки не касается. Кисть расслаблена, пальцы просто повисают. Если мы говорим о стрельбе из традиционного лука, где рукоятка не привязана и нам ее нужно держать, принцип здесь тот же самый. Мы кладем руку, а пальцы просто придерживают рукоятку спереди. Мы не душим ее изо всей силы, не вцепляемся в нее как в последний шанс. Мы просто ее придерживаем, чтобы после выстрела она у нас никуда из руки не вылетела. Еще раз вернемся к моменту. Да? Если мы стреляем без вязочки, мы рукоятку придерживаем. Ребят, это очень важно, потому что здесь возникает еще одна частая ошибка. Люди начинают просто в лук упираться, а после выстрела его хватать, чтобы он из руки не вылетел. На самом деле только кажется, что вы хватаете лук после выстрела. Скорость реакции наша чуть медленнее, чем происходит выстрел. Поэтому мозг начинает готовиться к тому, чтобы схватить лук заранее. То есть вы начинаете хватать рукоятку до того, как выстрел произошел. И в этот момент все меняется. Меняется ваш упор, меняется ваш прицел, и вы опять никак не можете добиться хорошего результата. Ну и напоследок разберем локоть. Здесь тоже встречается некоторое количество ошибок. Они связаны с положением плеча, они связаны с положением кисти. Самая частая ошибка с локтем, что люди просто его оставляют в том положении, в котором есть. И бывает так, связки очень подвижные, рука слишком сильно начинает здесь в локте выгибаться. Да? За нее начинает задевать тетива, это начинает приводить к тому, что люди начинают неправильно держать лук за рукоятку для того, чтобы тетива просто не била. Это неприятно, это больно, и это портит ваши выстрелы. Поэтому часть первая. Локоть тоже должен быть расслаблен. Вы должны визуально, да, можете также опять перед зеркалом делать, можете со жгутом делать. Сейчас еще покажем упражнения, которые вы можете делать. Да? Смотрите, чтобы рука была ровно. Тогда у вас здесь кости и здесь кости стык в стык сойдутся. Руку не надо будет удерживать мышцами. Не в этом положении, да, не нужно будет. Ну, вот у меня, к сожалению, не гнется в эту сторону локоть. Ну, понимаете, да, иногда прогибается здесь и включается опять в работу мышцы для удержания этого положения. Нам нужно найти нейтральное положение. Локоть при этом можно будет расслабить, а рука все равно будет жестко. И второе, мы поворачиваем локоть здесь в суставе, достигая этим сразу две цели. Первое, мы фиксируем здесь сустав в замок. То есть он в этом положении гнется, да, а в этом нет. И поворачивая локоть в этой плоскости, мы фиксируем здесь сустав. Мы делаем руку более жесткой, при этом не напрягая лишние мышцы. И второй момент, мы убираем вот эту нашу большую мясистую часть с пути тетивы, не теряя при этом хорошую точку упора. Здесь у нас все связано. Мы поворачиваем кисть, ставим правильный упор, мы поворачиваем локоть, рука у нас при этом ровная, упор у нас четко в центр рукояти. И если мы еще правильно выставляем здесь плечо, мы получаем хорошую, надежную опору, не используя при этом мышцы. Мне достаточно просто уже, да, выставлять локоть, у меня тут уже все нужные мышцы работают
Хотя вот, да, на другой руке, которой я не стреляю, мне достаточно сложно так сделать. То есть повернуть локоть, не поворачивая кисть. Поэтому, смотрите, простейшее упражнение. Любая вертикальная опора. Стол, перила, стена, неважно. Нам нужно создать здесь нагрузку некоторую. Поэтому мы упираемся, да, не забываем про правильное положение кисти. То есть не так, да, а вот под 45 градусов. Вот. Даем небольшую нагрузку, то есть толкаем туда вперед. И здесь уже можем свободно поворачивать наш локоть. Следим за его вертикальным положением, следим здесь за положением руки, чтобы она оставалась ровная, не прогибалась туда, не сгибалась сюда. И следим здесь за положением плеча. За поворотом локтя чуть-чуть следует поворот и плеча тоже. Если у нас здесь все расслаблено, то оно как раз займет свое хорошее правильное положение. Но мы помним, да, если здесь все напряжено, зажато, если плечо у нас чуть-чуть вверх, то поворот локтя, да, может вызывать и поворот плеча, про который мы говорили, когда лопатка начинает от ребер отходить. Поэтому здесь чуть-чуть за лопатку придерживаем, следим здесь за положением плеча, здесь все мышцы расслабляем, держать нам ничего не надо, потому что мы просто упираемся на стену и учимся выравнивать локоть. Потом с луком то же самое делаем. Да? Поднимаем, даем небольшую нагрузку, преднатяг, и здесь также выравниваем локоть. Впоследствии, когда вы встраиваете движение в свой выстрел, его желательно делать до того, как вы даете полную растяжку. Подняли, локоть, плечо выставили, растянули, выстрелили. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!